Здравствуйте! Рада всех приветствовать на своем канале. Сегодня я вам покажу, как сделать красивое, оригинальное, но простое в исполнении украшение на шее. Для этого нам понадобится небольшое количество бусин. У меня есть еще шапочка. Если нет шапочки, то можно обойтись и без нее. Иголочка для вышивки бисером. Нити. Нити должны быть в тон, в цвет вашей основной ткани. Основная ткань — это любая красивая ткань, которая вам нравится и которая подходит под ваш будущий наряд. Единственное условие — ткань должна быть тонкой и красиво свисать. Подходят шифон, сетка, креп-атлас, шелк. В общем, любые красивые тонкие ткани, которые красиво струятся и свисают. Посмотрите, какой красивый у меня шифон. Я буду работать с сеткой. Сетка у меня бордового цвета, она полностью подходит под мой будущий наряд. И рисунок у нее вот такие замечательные маленькие горошки. Горошки немножко похожи на бархат. Итак, для украшения я взяла определенный отрез ткани. Этот размер вы уже определяете сами для себя. И сложила сетку вот таким образом, посмотрите. И на концах сделала вот такие подвесы. В итоге получается красивый шарф с подвесами, который можно завернуть вокруг шеи, и у вас получится оригинальное, красивое украшение. Украшать такие шейные платки можно совершенно любыми материалами. Не только, как у меня, бусинами. Можно делать здесь кулоны, стразовые цепочки, можно плетеную кожу вставлять, кожаные цветочки. В общем, всем чем угодно. Я сегодня покажу, как сделать вот такие красивые концы на платочек. Размер самого платка у всех может быть разный, потому что существует большое количество способов красиво повязывать платочки, шарфики на шею. Итак, сейчас показываю, как делать вот такие подвесы. Показывать я буду на оставшихся кусочках хватина. У меня всего два кусочка. Попытаюсь показать, чтобы было все понятно. Итак, я взяла эти два кусочка. Теперь мне надо будет их присобрать на иголочку с ниточкой и вдеть шапочку. Здесь существует такой момент. Посмотрите, моя шапочка имеет большой размер внутренний. И надо сделать так, чтобы весь этот внутренний размер был заполнен тканью. Видите? У меня здесь как бы ткань выходит из шапочки. То есть шапочка не должна быть больше ткани. Чтобы этого добиться, я дополнительно сделала в своем украшении вот такие рульки. Вот у меня есть такая рулька, которую тоже скатала из этой сетки. Так как сетка сама по себе очень тонкая, мне пришлось придумать этот хитрый способ. Сейчас покажу как. Я просто брала рульку и вокруг нее вот таким образом присобирала сетку и пришивала к ней. Сейчас я это сделаю. Делала красивую здесь драпировку. Иголочка с ниткой у меня уже готова. И просто вот так все прошивала насквозь. Прикрепляла ткань к рульке. Конечно, можно этого не делать в том случае, если у вас маленькое входное отверстие в шапочке, либо ткань имеет более хорошую плотность. То есть это не сетка, это может быть шифон. Шифон все-таки поплотнее, чем сетка. И делаю узелок. И здесь у меня получается достаточно плотно. И есть еще объем. И дальше я просто продеваю иголочку в отверстие шапочки. Красивым образом укладываю складочки ткани. Вот здесь на выходе. Можно помочь себе ножницами. Краешки, кончики все спрятать и немножко вдавить туда ткань. Все. Посмотрите, шапочку мы одели. Здесь есть плотность, ткани много, шапочка сама полностью вся заполнена изнутри. И теперь я еще просто вот так вот сделаю, чтобы закрепить вот этот кончик. Чтобы, как сказать, сама по себе косыночка не раскрывалась. Все, теперь точно все. Здесь у меня, конечно, больше красивой драпировки, потому что ткани больше. И теперь я буду надевать тот набор бусин, который мне нравится. Возьму шапочку для бусины, затем бусинку красного цвета, опять шапочку.
Подтягиваю все. Затем еще одну шапочку. И в таком порядке я одену сейчас все бусинки. То есть каждая бусинка имеет шапочку. Так, посмотрите, набор я сделала. И самый конечный материал — это маленькая бисеринка, которая будет у меня являться стопорным элементом во всем наборе. Я ее продеваю на нить с иглой, затем обхожу ее и обратно возвращаюсь по всем бусинкам. Вывожу иголочку, все аккуратно подтягиваю. И вот посмотрите, моя бисеринка стала стопорной, завершающей и стопорной для этого подвесного элемента. Затем я выхожу обратно в ткань. Еще раз все это хорошо подтягиваю и делаю внутри узелочек. Можно еще раз пройтись, но самое главное вот в этом процессе не перетянуть саму нить. Тогда вот этот набор бусин будет, как говорится, стоять колом и некрасиво смотреться. Вот. Сколько раз проходить, решайте сами, но я думаю, достаточно одного раза. Дальше я внутри все это закрепляю. Все, можно обрезать ниточку. И вот такой красивый декоративный элемент готов. Какой элемент? Это будет зависеть от вашей фантазии. В дополнение к своему шейному украшению, платку с подвесами, я сделала еще и серьги. У меня будет полный комплект. Как сделать такую простую сережку, я вам сейчас покажу. Для этого нужны только материалы, те, из которых вы будете собирать серьги. Это бусины, обязательно пин, на который все это собирается, и, конечно, соединительные колечки и швенза. У меня швенза серебряного цвета и имеет вот такие, как бы сказать, виточки. Такой беру пин. Пин у меня серебряный, с шариком на конце. И надеваю бусины в том порядке, в том наборе, в котором у меня надеты на предыдущую работу. Итак, первая бусинка. Смотрю, чтобы не ошибиться. Затем рамочка. Мне очень нравятся эти рамочки. В рамочке у меня тоже идет набор бусин. Это маленькая черная ограненная бусинка. Затем вот такая красивая бусинка с цветочком внутри. Опять черная ограненная бусинка. Очень маленькие отверстия. И затем я пин продеваю во второе отверстие вот этой рамочки. Очень красиво смотрятся бусины в рамочке. Затем у меня идет гематит в форме. Ой, нет, красная бусинка. И уже последний завершает гематитовая бусина в форме бочонка. Все, мой набор уже готов. И сейчас я возьму дополнительно себе инструменты, чтобы сделать крепеж. Сейчас мне надо сделать крепление для сережки. Пин загибаю таким образом, чтобы у меня получилось красивое колечко. Затем беру вторые дополнительные круглогубцы. И вот этот оставшийся кусочек металла я буду его обкручивать вокруг пина. На камеру очень сложно это делать. Не видно. Но ничего, я постараюсь. Итак, у меня все получилось. Сейчас я убираю. Еще раз выпрямляю колечко. Смотрите, какое ровное симпатичное колечко. И теперь мне останется только этот подвес прикрепить к швензе. Прикреплять я буду при помощи двух соединительных колечек. Можно это делать с одним соединительным колечком, но мне почему-то нравится в этом наборе два. Сначала одно колечко. Его раскрываю. Раскрываем колечко вот таким образом. Не само по себе кольцо раскрываем, а делаем звенья в бок, чтобы потом красиво и аккуратно его обратно соединить. Если вы его раскроете по направлению самой закрутки, то есть по направлению круга, то нет гарантии, что вы обратно красиво его соедините. Итак, все. И теперь я это соединю.
Свою работу я полностью закончила и потратила на нее час времени и минимальное количество материалов. Но работа получилась красивая, оригинальная. Это самое главное. Чаще всего, конечно, сейчас в виде украшения используются колье, цепочки, кулоны, бусины. Мало кто носит вот такие красивые шарфики. И я думаю, если одеть такое украшение на вечеринку, а что я и планирую сделать, то это будет оригинально и точно вас все заметят. Также я сделала сережечки. Посмотрите. Это у меня полностью комплект. Сережки получились симпатичные, они легкие, не оттягивают уши. В общем, я своим комплектом очень довольна. И, как и говорила ранее, сейчас ставлю фотографии, на которых изображены вот такие декоративные платочки с различными элементами. Я вам хочу показать один кулон, который я недавно приобрела на Алиэкспресс. Это арома кулон. Их большой выбор, они имеют совершенно различные рисунки. Здесь у меня дерево, там есть бабочки, птички, по-моему, иероглифы, в общем, все что угодно. Это арома кулон, он открывается, здесь магнитная застежка. Есть вот такой вкладыш, на него можно сделать каплю вашего любимого аромата, и вы будете благоухать. Вкладыши тоже имеют различные расцветки. Вот у меня есть зелененький, синенький, есть черные, белые, красные, золотые, серебряные. В общем, на любой вкус и цвет вкладыши идут отдельно. Потому что его также можно использовать как оригинальное украшение вот к такому шейному платку. В общем, все что угодно. Как и говорила, кулоны, обшитые вами кабошоны, все что угодно, цепочки. Ну а на этом я хочу с вами попрощаться. Если вам понравилось мое видео, мое украшение, ставьте лайк. Если не понравилось, конечно, ставьте дизлайк. Подписывайтесь на мой канал, у меня для вас много нового и интересного. Я занимаюсь не одним видом творчества и рукоделия. Оставляйте мне свои комментарии. На каждый комментарий я отвечаю. Ну и обещанные фотографии. Пока-пока. До встречи на моем канале.